Любителям домашних пирогов рекомендую приготовить невероятно вкусный мини-пирог из дрожжевого теста с начинкой курицей и картошкой. Выпечка получается невероятно мягкой и нежной снаружи и сочной внутри. В муку кладу сухие продукты вначале. Это соль, сахар, сухие сливки и дрожжи. Перемешиваю и кладу туда же мягкое сливочное масло. Вливаю затем теплое молоко. Так быстрее дрожжи активируются и тесто поднимется в разы быстрее. Замешиваю хорошенько тесто и собираю в один плотный комок. Накрываю тесто тарелкой и оставляю в теплом месте для подъема. В это время готовлю куриную начинку. Лук режу репчатый мелко на кубики. Также в начинку кладу картофель, режу также мелко и очень тонко. Начинка для этого пирога может быть любая, можно с грибами, капустой, тоже очень, кстати, вкусно. Обжариваю начинку на топленом масле до мягкости. Затем кладу куриный фарш. Фарш я сделала из куриной грудки. Кладу картофель и слегка обжариваю все. Затем заправляю начинку по своему вкусу. Кладу чеснок, молотый кориандр, черный перец и солю по вкусу. Все перемешиваю и довожу, то есть обжариваю до легкой готовности. По желанию можно добавить зелень. Я добавляю еще зеленый лук, мелко нарубленный. Убираю начинку пока в сторону, пусть остывает. В это время у меня тесто увеличилось в объеме. Отдыхало оно больше часа примерно. Обминаю мягкое тесто слегка. Затем делю тесто на кусочки, так как я делаю пирог, то есть мини-пироги, в виде курочки. Делю сначала тесто на основу. У меня будет 5 кусков, весом примерно 200 грамм. Скатываю в круглый шар и шарики заготовленные накрываю пакетом, чтобы не обсыхали. Также сделала более маленькие шарики теста для ножек и еще поменьше для крылышек. Руками прямо без скалки делаю круглую плоскую лепешку. Кладу начинку побольше посередине и защипываю ее полностью. Затем кладу швом вниз. В следующий раз сделаю курочку поменьше, а то в итоге тесто увеличилось и получилось у меня не курочки, а куры бройлерные прямо. Раскатала крылышки и прикрепила их вот таким образом. Ничем не склеивала детали. Если плохо держится, то можно, конечно, смачивать водичкой. Лепка курочки, как видите, несложная, и справится с ней даже школьник. Может, даже и лучше, чем я. А ножки прикрепила я снизу по бокам, где и должны быть по сути. Вот такие вот у меня куры-пироги получились. Оставляю их для расстойки на полчаса до выпечки. Напоминаю, что из данных продуктов у меня получились 5 курочек и 1 ножка, тоже с начинкой. Смазывала их взбитым яйцом и сливками. По желанию можно также посыпать кунжутными семенами и черным тмином. Выпекала я в разогретой духовке 35-40 минут при 180 градусов до румяной корочки. Но смотрите сами по своей духовке всегда. Вот такие аппетитные и очень румяные курочки, как на гриле, получились. Тесто просто изумительное, такое вкусное и ароматное. Начинка сочная и сытная, впрочем, как и тесто. Такой пирог остается мягким, даже холодным. Готовится не скажу, что быстро, так как все-таки тесто дрожжевое, но готовится, во всяком случае для меня, с удовольствием, чего и вам желаю. Тогда все будет отлично. Всем удачного дня и хорошего настроения. С вами была Наталья. Пока-пока.